Я просыпаюсь на часах 9:23. За окном туман и пустота. Лишь ветер разносит пыль и мусор по городу. Дома разрушены. Нет ни одной живой души. Все изменилось в одночасье. Я даже ничего не понял. В это не совсем спокойное и стабильное время я хочу сказать всем привет. Примерно такие мысли в голове испытывали оставшиеся люди города-призрак Дадлитаун. Что, по-вашему, самое разрушительное в мире? Цунами? Торнадо? Метеорит? Или, может быть, ядерное оружие? Наверное, я разочарую вас, но самым разрушительным является время. Оно разрушает молодость, силу, ум. Но человек — это всего лишь песчинка в этом огромном мире. К сожалению, время способно разрушить все вокруг. И оно достало такой город, как Дадлитаун. Или, говоря простым языком, город-призрак. Поставьте палец вверх, подпишитесь на канал и, главное, будьте внимательны к тому, как вы распределяете свое время. Прямо сейчас мы окунемся в просторы Соединенных Штатов Америки. Штат Коннектикут, долина округа Корнуолл. Небольшой город Дадлитаун. Пожалуй, начнем с того, что этот небольшой город окружает максимально темный лес, в который не проникает ни один лучик солнечного света. Уже более 100 лет назад люди покинули этот зловещий, загадочный и необъяснимый город, поскольку они боялись за свою жизнь и жизнь своих близких. Огромное количество людей Дадлитауна были загадочно убиты, а те, кто выжил в этом городе, просто сошли с ума. Но отдельные личности предпочли себе участь самоубийства. Так что, если вы собрались в отпуск на какие-нибудь экстремальные локации, чтобы повысить свой уровень адреналина, и если вам дорога ваша жизнь, просто послушайте, что я сейчас расскажу, и ни в коем случае не выбирайте место своего исследования этот город-призрак. Первая история берет свое начало от обыкновенного на первый взгляд фермера Уильяма Таннер. Как говорят местные жители, этот человек не дружил со своей головой. Всем соседям и местным жителям городка он активно рассказывал, что вокруг его дома ходит нечистая сила. Люди не знали, что и ответить на это. Возможно, нечистую силу нужно было помыть шампунем, и тогда бы она стала чистой. Сейчас я тебя отмою. Что? Но мы отвлеклись и вернемся к истории. В подчинении Уильяма был такой работник, как Гершем Холлистер. Этого бедолагу нашли мертвым со сломанной шеей. По мнению людей, психически больной хозяин в какой-то момент принял Холлистера за демона, который пытался его уничтожить. И тот столкнул его с лестничной площадки. Но, как показывает история, в городе опасным являются не только люди, которые, возможно, видят демонов. Сами погодные условия не предрасположены к этому мрачному месту, ибо здесь произошел следующий случай. В семью генерала Свифта пришло несчастье. Его любимую жену поразила молнией, и та скончалась, после чего шаблон его восприятия разорвался. Он начал разговаривать сам с собой, кричать, бросать вещи, и по итогу сошел с ума. Следующую историю я бы назвал «Куда исчез Патрик?». Странные мистические события затрагивали не только отдельных личностей, но и целые семьи. Житель по имени Патрик был рад каждому дню, природе и воздуху, который его окружают. Любимая жена, 2 милые дочки, работа. И казалось бы, что может случиться, но как снежный ком, беда забрала сначала жену, затем 2 дочек, которые ушли прогуляться в темный лес и не вернулись оттуда, а затем сверхъестественный город поглотил самого Патрика. Причем полностью, с костями. Дело в том, что его дом мистическим образом сгорел и прихватил Патрика с собой. После всего, жители города надеялись найти останки Патрика и захоронить его. Но, к удивлению, от него ничего не осталось. Куда делись останки, остается загадкой по сей день. К концу 19 века зловещий город опустел. Каждый выживший, кто находился там, покинул его, дабы спасти свою жизнь от смерти, которая подстерегала буквально везде. Все остальные умерли, сошли с ума, покончили свою жизнь самоубийством. Теперь в этом месте стал господствовать темный лес, полноценный хозяин, который не принимал никого. Сейчас мы с вами постараемся разобраться, какова изначальная причина того, что люди в этом месте сходят с ума. И по ходу дела постараемся с него сами не сойти. Итак, существует 2 легенды, и, возможно, одна из них является истинной причиной. Легенда номер 1. Согласно мнению людей, проклятие Дадлитауна берет свое начало в 16 веке.
Есть вероятность того, что город Дадлитаун получил свое название из-за герцога Эдмунда Дадли, который был казнен за попытку убить короля Генриха VIII. Но королю такая затея явно не понравилась. А кому бы понравилось? И он поручил колдунам, магам и волшебникам навести проклятие на всех потомков и приближенных Дадли. Все родственники Дадли закончили плохо. 2 его сына были казнены, а 3 тайно сбежал с Америки в Англию. Все они жили спокойно, в изобилии денег, еды, крова. Так было какое-то время. Но всему пришел конец, когда каждый из них по очереди сошел с ума. И это настигло всех потомков герцога Дадли. Легенда номер 2. Всем встать, суд идет! Таким образом, все вокруг проявляют уважение к человеку, который разумно решает судьбы людей. Но не в этот раз. Согласно поверью, город Дадлитаун образовали потомки одного судьи. Этот судья загубил не одну жизнь, отправив на эшафот множество невинных жизней, которые якобы, по его мнению, занимались колдовством. Кто-то перед смертью проклял судью Дадли. Хорошо, что не судья Дред, иначе проклятия не подействовали бы. И его потомкам. Здесь и вытекают все страдания и несчастья мертвого города-призрака Дадлитаун. Отличительная черта Дадлитауна, если сравнивать город-призрак Дадлитаун с городом Припять. Что случилось в Припяти, всем известно. 26 апреля на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. И при этих явных обстоятельствах город опустел. В случае Дадлитауна всего 2 легенды, которым сотни лет. Мы не знаем, правда это или вымысел. И узнает лишь тот, кто сам отправится туда. И вот после того, как мы плавно разобрались с историей мрачного города и его жителей и выяснили возможные причины возникновения мистических явлений, важно поговорить о том, что же происходит в городе сейчас, спустя десятилетия. Отважные люди, которые всегда в поисках приключений, посетившие данную местность, рассказывают. Первое, на что мы обратили внимание, так это на полное отсутствие птиц и абсолютная тишина. Ну хотя бы в тишине побыть наедине с самим собой можно, и птички даже под ухо чирикать не будут. Плюс у этого городка все же есть. Своего рода это магическое место, объясняют люди. Давайте разберемся почему. Да все потому что, когда ты находишься в этом месте, то испытываешь ужас, страх и панику. Невидимая сила будто не дает тебе двигаться вперед. А когда ты разворачиваешься, все вокруг как будто оживает. Ух, дорогие друзья, у самого мурашки по коже. Какой-то странный, манящий замкнутый круг. Идешь вперед, страшная тишина. Идешь назад, все оживает и словно зазывает тебя вернуться в лес. В действительности, если это все правда, то становится понятно, каким образом здесь можно сойти с ума. Если вдруг вам себя не жалко, и вы решите отправиться в Дадлитаун с целью доказать всему и вся, что там ничего мистического не происходит, то я расскажу следующую небольшую историю. В конце прошлого века 4 подростка решили отправиться в Дадлитаун и провести там уикенд, тем самым доказав, что с ними ничего не произойдет. 2 девушки и 2 парня приехали на машине, которую оставили недалеко от города. Им было интересно, почему люди так боятся этого места, почему его все избегают и какова причина пропажи людей. Они верили в то, что это просто детские сказки и что с ними ничего не произойдет. Войдя в так называемые врата ада, на ребят напал дикий ужас. Они послышали какие-то странные звуки и увидели непонятную тень, которая промелькнула в одном из окон, а затем что-то заставило их разбежаться в разные стороны. Они не понимали, что происходит. Они были очень напуганы. Выждав несколько минут, они снова встретились и побежали обратно к машине. После всего пережитого, они больше никогда об этом не говорили и поклялись никогда туда не возвращаться. Вымысел это или нет, судите сами, а лучше напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А еще, Дадлитаун посещали так называемые охотники за привидениями, в поисках знаков нечистой силы, зафиксировать духа или демона, который там обитает,
а возможно и смертника, сошедшего с ума. И одному из таких ученых все-таки удалось добыть такие проявления. Охотник по имени Робин наткнулся на своем пути на камни, на которых были выбиты странные символы. Возможно, это демонический язык или других потусторонних существ. Каждая тайна всегда покрыта мраком. В случае с городом-призраком Дадлитаун можно рассмотреть множество вариаций, почему здесь происходит что-то необъяснимое человеческому уму. Некоторые люди видят здесь огненных демонов, которые будут преследовать любого вошедшего незваного гостя. Другие читают надписи перед собой на непонятном языке и уже выходят оттуда с сединой на голове. Но мы верим в то, что любое окутанное тайное место в скором времени будет раскрыто учеными и лучшими умами этого мира. Подводя небольшой итог по сегодняшнему ролику, можно с уверенностью сказать, в этом месте вправду что-то неладное. Сегодня мы постарались разобраться в этом, привести несколько достоверных историй от самих людей и пару легенд возникновения ужаснейшего города на планете Дадлитаун. Никому не советуем посещать город Дадлитаун, ни в экспериментальных целях, ни в целях вызвать какого-то духа и поговорить с ним. Всегда будьте осторожны, сохраняйте свое психическое состояние, физическое и ментальное. А на сегодня мы заканчиваем наш мистический выпуск. Напишите свое мнение в комментариях по городу-призраку. Поставьте лайк, если рассказ вам понравился. Не забывайте подписываться на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. До новых встреч, друзья. Пока.